Дорогие мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы со мной сегодня на этом сеансе раскладов. Все о вас сегодня. Расклад на вашу судьбу, ключ к вашей судьбе мы сегодня подберем. Давайте посмотрим, что вас ожидает в ближайшее время. Какие события на пороге, какие перемены постучатся в дверь. Сегодня будем работать на прекрасной колоде Ленорман и, конечно, на родном славянском Таро. Посмотрите, какая прекрасная колода. Итак, давайте сначала посмотрим, что у вас в жизни на данный момент происходит, чтобы вы понимали, что расклад действительно для вас и проиграется в вашей жизни. Итак, не забывайте ставить лайк, дорогие мои, подписываться на канал. Мне будет безумно приятно. Женщина свободная, но, несмотря ни на что, цветущая, как прекрасная роза в саду. Вы на данный момент из тех людей, кто понимает, что рассчитывать на себя – это самый верный выбор. И как бы ни пытались порой вас, я бы сказала, такие достаточно сложные времена в жизни сломить, вы не сдавались. И от вас идет вот такое благоухание жизни. Вы любите жизнь, вы хотите жить. Несмотря ни на что, вы радуетесь жизни и простым мелочам. При этом вы наверняка любите цветы. У вас есть дома растения, может быть, занимаетесь садом, огородом, может быть, у вас дача есть, и там очень много клумб. Любите получать цветы в подарок, вам нравится запах цветов, их яркость красок натуральная. Может быть, дома стоят цветы очень часто или сухоцветы какие-то, которые радуют глаз. Еще здесь проходит человек, который любит яркость вокруг себя. Вы не любите однотонность, вам хочется вот какое-то иметь вот такое яркое пятно в пространстве, например, как вот эта скатерть, да. Я тоже из тех женщин, кто любит цветы, что-то связанное с такими вот принтами. Вот вы из тех, кто действительно вот любит красоту природы, именно натуральную, изящную. Здесь проходят женщины либо разведенные, либо вышедшие из отношений. Сильные, смелые, отважные борцы за свою судьбу. Вот такая сигнификация, вот такое у нас сильное начало сегодня. Так. Что в вашей жизни происходит? Кто вы на сегодняшний день? Для кого-то очень недостижимая, для кого-то вы сейчас мечта, а не реальность. Для кого-то вы сейчас недоступны. Для кого-то вы сейчас воспоминания. Есть человек, который либо смотрит на вашу фотографию, либо наблюдает за вашими социальными сетями, либо пытается как-то обладать информацией о вас. Человек, который хотел бы прийти к вам, и это все-таки дорога по любви. Это любовное начало. Человек любит вас как личность, как человека. Вот вы на данный момент чья-то мечта, уже недостижимая. При этом вы, как человек самостоятельный, вы для себя ставите цели
и идете к этим целям. Пусть не семимильными шагами, но потихоньку, полегоньку вы к желаемому идете. И какие-то мечты у вас уже сбылись, вы уже очень многого достигли. У вас уже есть вот тот список достижений, который именно ваш, не связанный с кем-то, именно лично ваш. Вы тоже любите помечтать о чем-то таком нежном, любите пофантазировать, возможно, какие-то приятные такие, да, моменты, проиграть где-то в сознании. Возможно, любите фильмы о чем-то таком вот, понимаете, романтичном, возможно. Еще я хочу сказать, что у вас очень много желаний. Вам бы хотелось очень многое успеть, многое испробовать, многое постичь и познать. Да. Жизнь порой бывает вот на данный момент как замкнутый круг. Вы знаете, изо дня в день практически одно и то же. День на другой похож. С другой стороны, слава высшим силам, что у вас вот есть какой-то распорядок дня, в котором вы пребываете, да? Вот этот замкнутый, пусть как будто вот постоянный, да, движущийся по кругу, как вот стрелки по циферблату, день. Вы, скорее всего, были замужем. Если мальчики нас смотрят, мужчины, то вы были женаты, пребывали в официальном браке. Но в этом официальном браке ваши надежды не все воплотились. И даже будучи с человеком в паре, вам пришлось проявлять собственную силу. Собственную силу пришлось проявлять. Что у вас еще происходит? Если подходит сигнификация, пальчик вверх. Пальчик вверх. Посмотрим, кстати говоря, по пальчикам вверх, скольким подходит сигнификация. Ну и, конечно же, карта сердца. Ваше сердце – это все-таки то, что порождает, то, что создает любовь, тепло, уют, заботу. Очень нежное сердце, очень любящее сердце. Сердце, которое все так же верит в любовь. Душа, которая все так же нежна, несмотря на произошедшие когда-то события. При этом, смотрите, вот здесь какая история еще проигрывается. Вы по любви были в отношениях с человеком. Если уж вы не были, как говорится, в браке, то наверняка какое-то предложение, намек было. Вы любили человека, с которым находились в отношениях, но он не оправдал ваших ожиданий и оставил вас одну. Здесь такая еще история проходит у вас по жизни. В любви я познала одиночество. Вот такая вот какая-то фраза очень интересная идет. Такая сигнификация на Ленорман проходит у вас. Давайте еще карту. Ну, светлый человек, ну что тут говорить? Солнышко вы, наше солнышко. Вы знаете, вам не хватает вот этого тепла в ваш адрес, когда вам скажут: солнышко ты мое, да ты моя светлая душа, да ты же лучик в темном царстве. Господи, какое же ты солнышко. Вот понимаете, вот как будто вам, как ребенку, не хватает похвалы, да, когда ребенка гладят по голове и говорят: солнышко ты мое любимое, ты мой ребенок любимый. Вот вам не хватает вот этого тепла как будто. И вы этого тепла искали, пока вот на данный момент вот нехватка вот этой, понимаете, нежности к вам, заботы. Да, так вот представляется, что вот кто-то вас гладил по волосам и говорил: солнышко ты мое, ты мой ребенок,
ты моя дочка, ты моя внучка, да, ты моя любимая, да, или мальчишки нас смотрят, ты мой хороший, вот как будто вот, понимаете, так и хочется вас вот погладить по волосам, и мне кажется, у вас слезы будут на глазах, потому что столько вы в жизни испытали по отношению к себе холодности, и когда к вам проявляют вот это тепло, любовь, заботу, да, не всегда забота, она как бы проявляется вот в том, да, эквиваленте, как нам кажется. Иногда забота – это когда чай заварят свежий, принесут и скажут: попей чайку, мое солнышко. Вот именно солнышко, понимаете, здесь проходит, и вот именно вот тепло по отношению к вам, оно вас как будто может заставить от счастья заплакать. Вот такой момент есть. У меня сейчас ком в горле стоит, потому что чувствуется, что вам вот не хватает тепла. Не хватает тепла. Хорошо. Давайте посмотрим на события вашей судьбы. Откроем родное Таро. Прекрасная колода. Как же я ее люблю. Вот спасибо автору этой колоды. Посмотрите. Женщины созидали эту колоду. Вот Вдовина Анастасия, да, автор этой колоды, женщина. Посмотрите, сколько вложено в любви. А сколько художникам вложено в любви. Вот именно светлые люди создавали эту колоду. Давайте поработаем. Очень люблю ее. Очень люблю эту колоду. Так. Что впереди? Какие события на пороге? Какие перемены постучатся в дверь? Давайте узнаем. Помощь. Помощь. Вот смотрите, да, кто-то протянет вам руку помощи. Кто-то даст подсказку, совет, возьмет вас за руку, выведет в более какие-то благоприятные условия жизни. Окажут вам поддержку, выручат, подскажут в скором времени. Здесь даже, возможно, проигрывается ситуация, когда какое-то знакомство, казалось бы, несерьезное, сыграет очень положительную роль в вашей жизни. И все-таки рука, она вот как будто с небес, да, направлена, и урожай, все-таки высшие силы окажут вам большую поддержку, помогут, казалось бы, в самый такой беспросветный момент. И вы знаете, у вас впереди рассвет. Такое ощущение, что была вот та долгая ночь в жизни, когда казалось, что уже ничего исправить невозможно, да, несмотря на то, что вы сильный человек по сигнификации, что уже будет все так, как сложилось, но нет, у вас впереди рассвет, вот буквально на горизонте, да, вашей жизни наступает рассвет, высшие силы, они позаботятся о вас. И они направят в вашу жизнь, скорее всего, не людей, а именно человека, который даст вовремя и в нужном месте ту подсказку, которая сыграет достаточно серьезную роль. Возможно, здесь по тузу Пентаклей помощь деньгами, да? Или помощь в восстановлении здоровья, помощь в посадках, в конце концов, да? Или совет, как получить лучший результат от своего земного труда. Все-таки мы люди Земли. Если мы не взращиваем, то мы зарабатываем. Может быть, у вас появится возможность устроиться на другую работу, на более высокооплачиваемую. Или пенсию, да, прибавят, или льготы какие-то появятся, что облегчит траты ежемесячные. Но помощь к вам придет.
В виде совета даже очень ценного помощь придет. Как сделать свою судьбу лучше. Так. Восьмерочка жезлов. Это случится очень скоро. Смотрите, как символично, да? У нас все-таки вокруг совсем недавно снег растаял и снова выпал снег. И вот эти перемены, они уже несутся в вашу жизнь сейчас. Перемены радостные, перемены очень комфортные для вас. Очень, я бы сказала, душевно исцеляющие перемены, когда душа радуется, когда вы просыпаетесь с утра и понимаете, что жизнь, она как будто, пусть немножко, но стала интереснее и лучше. И все-таки, да, я говорю, что человек появится в вашей жизни, высшие силы направят. Да, действительно, именно с человеком связаны ваши перемены. Именно с появлением человека, который, понимаете, уже будет настроен каким-то образом поменять вашу жизнь. Шестерочка пентаклей, да, вот как будто, смотрите, все-таки здесь такое ощущение, что в разных сферах могут произойти перемены. Но посмотрите, да, вот здесь идет именно помощь из рук чужих в руки ваши. Как будто вот сейчас какая-то ситуация, она либо на паузе, либо очень долгое время не решается, либо вы не можете в чем-то найти союзников, поддержки, и поддержка придет. Поддержка вам будет оказана по чуть-чуть, но абсолютно с разных, я бы сказала, вот сторон все-таки, да. Человек придет, который поможет, который скажет, как правильно поступить. У кого-то на данный момент проблемы в личной жизни, придет подсказка, каким образом исправить личную жизнь. Кто-то сейчас может быть в состоянии энергетически ослабленном, и придет подсказка, как восстановить энергию. Возможно, кто-то сейчас находится в состоянии неких блоков, да, и вот эти блоки, они влияют на определенные сферы жизни, и вы вдруг, вот понимаете, как по волшебству слышите важные слова и фразы, которые вам помогут выйти из этих блоков, избавиться от негатива. Кто-то вам даст подсказку, как, например, одержать победу в каком-то деле, да, каким образом получить желаемый результат. Очень хорошие карты выпадают. Все-таки вы не останетесь здесь, да, на произвол судьбы, что говорится. Высшие силы направят к вам того человека, мудрого, кстати говоря, который знает, который проходил уже достаточно какие-то сложные моменты в жизни. Вот он, этот человек, это, скорее всего, по отшельнику мужчина все-таки, да, мужчина мудрый, грамотный, где-то очень наученный жизненными ситуациями, я бы сказала. Человек, который уходил вот в какое-то затворничество, чтобы понять себя, чтобы себя ощутить неким образом. Человек, который, возможно, провел очень долгое время, да, где-то в изоляции и познал очень много истины, открыл себя с каких-то иных сторон и видит жизнь немножко иначе. Мудрец. Именно мудрец, направленный свыше. Вот именно этот человек вас как будто подтолкнет в нужную сторону, именно к хорошим переменам. Поддержку колоссальную окажет человек-мудрец. Это может быть и женщина, очень мудрая, да, отшельница, которая выбрала затворнический образ жизни, но больше здесь идут такие мужские энергии. И
Вот смотрите, карта смерть, все-таки трансформации, да, те самые. Я не очень люблю это слово трансформации. Я люблю слово перемены. Но перемены произойдут необратимые. И вы знаете, еще здесь идет какой момент, что-то здесь отзеркалите, что-то направите назад, какие-то энергии, которые очень долго витали вокруг вас. Вот как будто что-то, что было рядом с вами, вернется тем, кто это в вашу жизнь направил. Возможно, кстати говоря, вам на пути встретится женщина-ведьма, да, которая скажет, что есть определенного рода проблемы от каких-то людей и избавит вас от этих проблем. Мужчина появится, который скажет: давай-ка мы сейчас поговорим с твоим, например, бывшим, да, или с твоим сожителем, от которого ты никак не можешь уйти, и изменим твою жизнь серьезным образом. Вот такие ситуации здесь возможны. Я вам приведу пример, чтобы вы понимали. Я работала с женщиной в свое время, и она уже была, казалось, в абсолютно таком эмоционально безнадежном состоянии. И я ей сказала: ходи вечерами в ресторан. А у них был единственный ресторан в городе. А она так возмутилась: ресторан? Да ты что? Да это как-то вообще не к месту, кого там можно встретить. Я ей сказала: хорошо, сиди дома, останешься одна. Будешь ходить туда, где люди веселятся, у них единственное в городе, единственное заведение было, найдешь свое. И она как-то пошла со психу уже туда, вся недовольная, с подружкой в ресторан. Не поверите. Подошел мужчина, позвал на танец, позвонил на танец, позвал на танец, и у них семья до сих пор. У них 4 детей, у них семья до сих пор. Вы представляете, это знаете, когда было? Это было 18 лет назад, когда мне было всего 18 лет. Так. Радостные события на пороге, праздники, встречи с родственниками, с друзьями, какие-то очень приятные посиделки, очень вкусные посиделки, посмотрите, да? Очень приятные жизненные моменты в скором времени произойдут. С кем-то будете пить чай, проводить время интересным образом. Вот, кстати говоря, кто-то и дома посидит, да, чайку попьет с родными, кто-то с подружками посидит, так потрещит о жизни, а кто-то действительно пойдет куда-то в какое-то заведение, да, с подругой и проведет прекрасным образом время в кафе, на чем-то дни рождения, возможно, празднование. И при этом, смотрите, вот у вас постоянно идет намек на любовь, намек на любовь человеческую, на парность с кем-то. Как будто вот здесь, знаете, к вам проявят такое тепло и так о вас позаботиться, что вы вот именно почувствуете вот этот момент, да, как солнышко. Действительно. Здесь как будто, понимаете, в скором времени обогреют вашу душу. И, возможно, и ваше сердце исцелят от ран жизненных. Вы в скором времени почувствуете какое-то умиротворение, покой, ощущение какой-то вот такой умеренности. Вы сами по себе очень человек эмоциональный. И порой эмоции, они играют не только положительную, но и отрицательную роль в вашей жизни. Но здесь именно вы будете увлечены союзом с человеком, с которым вы будете вместе что-то созидать, что-то создавать,
менять вашу жизнь. И у вас на душе будет покой. Покой. Это может быть, знаете, не обязательно мужчина, который для отношений. Иногда это хороший друг, который такое даст вам наставление, что вы просто поймете, что да, вот этого мне не хватало, и с этим человеком я точно не пропаду. Ну и, конечно же, путь. Путь к иным берегам, путь к чему-то новому, пусть не до конца для вас понятному, неизведанному. У кого-то перемены именно в работе, у кого-то перемены необратимые в личной жизни, а у кого-то переезд, смена места жительства или поездка, выпадает путь, который будет, вы знаете, как дорога в счастье. Очень спокойный, тихий путь. Вот такой, понимаете, какой-то аж пахнущий умиротворением. Новый путь, новая дорога в судьбе. Новая дорожка в судьбе. Да, смотрите, все-таки колесо фортуны-то о чем говорит? Удача будет на вашей стороне, будет вам сопутствовать, будет вас сопровождать. И здесь вот как будто закрутятся события очень важные, очень нужные для вас. Закрутятся, завертятся эти события. Вам их, конечно, не избежать. Все-таки те, кто хотят для себя какой-то, да, стабильности, что ли. Нет, не хочу перемен, нет. Но не избежать этого будет. Не избежать этих перемен, но это вам будет во благо. Вы должны это понимать и осознавать все-таки. Такой у нас нежный сегодня с вами расклад, такой душевный, да. Какая бы погода за окном ни была, важнее всего погода в доме, в сердце, в душе. Хлопот, конечно, навалится к лету. Ой, немало будет хлопот, ой, немало будет дел. Скорее всего, займетесь какими-то генеральными уборками, что-то переберете в шкафах, какую-то посуду, возможно, да, переберете от чего-то лишнего, избавитесь что-то, просто уберете из своего дома. Где-то что-то, какой-то ремонт, какие-то починки, какие-то, возможно, усовершенствования вашего гнезда, да, домашнего. Очень много хлопот впереди, очень много дел. Но вы знаете, дел очень полезных, очень нужных для вас. Затем новости придут. Новости придут. В наше время неудивительно, новости какие-то узнаете. Оттуда, где все горит огнем. Оттуда, где идет борьба. Еще для себя в будущем осознаете, что где-то не за то боролись, не туда свои силы направляли. И зря вы вообще себя растрачивали на какие-то моменты, вот придет это осознание. Ну что тут говорить. В любом случае знакомство летом оно должно состояться. Поэтому важно не сидеть на месте, важно не прятаться. Карта влюбленные в данном случае говорит о том, что встретите человека неожиданно, да, среди деревьев, среди цветов, среди лугов, среди полей. Смотрите, главное, вот знаете, все-таки счастье любит тишину. Вот рот на замок. Лиса, потому что изображена здесь. Посмотрите, да? Лиса – это человеческая хитрость, которая может попортить
то, что происходит между вами и человеком. Поэтому вы, когда встречаете кого-то, знакомитесь с кем-то, да, вы посмотрите на Таро, подходит ли вам этот человек, да, чтобы сразу понимать, вкладывать силы в этого человека и в связь с ним или нет. Если да, то счастье любит тишину. Это самое главное правило для семей. Вот согласитесь, те семьи, у которых вся жизнь на показ, они претерпевают какие-то горести, какие-то разочарования, какие-то ситуации краховые. Почему? Потому что зависть. А зависть человека – это неискоренимо. Зависть, она сильнее любви. Понимаете, в наше время. Поэтому счастье любит тишину. Поменяетесь очень сильно в скором времени. Возможно, будете уже дамой не свободной, а влюбленной, мужней женщиной. Или обретете того, кто будет радовать вашу душу, ваше сердце, и вы поменяетесь сами. Вы станете более стабильной, более уверенной в себе, более спокойной, такой вот приземленной в ближайшее время, да. Ну и по 7 мечей я вам хочу сказать так. Доверяйте, но проверяйте. Потому как всегда темная сила, как черная кошка, готова перебежать нам дорогу. Иногда те, кто приходят в наш дом, могут оставить подклад из зависти, да? Крадник, чтобы что-то украсть у вас. Смотрите, здесь кража идет, да? Кот утащил рыбину из ведра. Будьте осторожней. Ваш улов – это ваш улов. Молчите о нем. Никогда на публику не показывайте свое счастье. Ведите себя спокойно. И тогда люди будут понимать, что завидовать нечему. Тогда вы не будете столь интересны, а в вашей жизни будет все гораздо лучше. Лучше. Даже лучше, чем сейчас. Вот такой прекрасный расклад для вас получился, дорогие мои. Спасибо вам за ваши комментарии. Очень приятно читать ваши теплые слова. Я вас всех обнимаю. Увидимся завтра на раскладе. До встречи и пока-пока.